Ну что, всем привет! Всем привет! И сегодня по, скажем так, просьбе нашего давнего подписчика Жени мы запишем видео про нашего кота. Что будем рассказывать? Ну, не знаю. Кстати, это вот звезда нашего канала Кэрри. Мы снимали видео по стрижке этой собачки. Ну что, теперь по теме видео, наверное, Аня расскажет больше. Да. Про породу, наверное. Но так как она все-таки ветеринарный врач, она, наверное, больше знает. К ней приводят множество различных кошек, также породистых. И она немножко сейчас расскажет про эту породу. Его зовут Соломон. Окружили. Все, но у нас он такой своенравный. Ну что, котик у нас по породе британская короткошерстная. Это сейчас довольно популярная порода. В принципе, они были популярны на своей родине. Родина у них Великобритания. Но они оттуда только начали распространяться. Завезли их туда, как считают историки, еще древние римляне. И кошечки эти сразу привлекли внимание британцев, потому что в те времена была острая проблема с грызунами. А котики эти отличались выносливостью. Видите, что они не мелкие, то есть очень крупные кошки. И котики эти прекрасно справлялись со своей задачей, чем и завоевали популярность такую. Плюс у них очень короткая густая шерсть с хорошим таким подшерстком, которая прекрасно вписалась в климат Англии. Они не боятся холода, влаги. Прекрасная защита у них, скажем так. От себя хочу добавить, что этот кот у нас ночует даже при минус 10 градусах, спокойно сам выходит, на улицу просится. И ночь проводит вот до минуса 10, он себя вполне комфортно чувствует. Если холоднее, конечно же, уже забегает домой. Но влажности он не особо любит. Когда сильно влажно, там мокрая погода, дождь, вот это он не любит. Он домой сразу просится. А если сухо, вот морозец такой даже, то вполне нормально. Он у нас на качельках ночью присаживается и сторожит дом ночью, пока мы спим. Так, что еще? Немножечко давайте пройдемся по описанию этого котика. Голова довольно-таки крупная, круглая, ушки прямые. Такая мордашка красивая. Да, носик тоже довольно короткий. Очень часто скрещивают сейчас шотландских вислоухих кошек с британцами. И получаются такие здоровые коты, по виду напоминающие британцев, но с опущенными ушами. И все говорят, что существует порода британских вислоухих котов, но это не так. Британцы только с прямыми ушами бывают. Короткая шерсть такая густая у них. Бывает, что длинношерстные британцы рождаются, но это довольно редко. Но такое тоже допускается. Тело у них довольно крупное и такие довольно короткие, но сильные лапы. Так вот, они отличные охотники, могут и мышей, и птичек ловить. Даже лягушек этот парень. Да, у нас в пруду он ловит за тут лягушек. Мы привозим с речки, с прудов, тоже отец ездит на рыбалку. Запускаем в пруд, они живут там, вечерами так квакают, интересно. А вот этот нехороший кот их ест. Сейчас вот они уже на зимовку лягушки устраиваются, в ил зарываются, у нас там пруду ил тоже. И они прекрасно зимуют, весной опять появляются. Даже давали потомство головастика в этом году. Но вот он их подъедает немножко. Также охотится на птичек. Но птиц редко. Пару раз, по-моему, воробьев он ловил и все. Как вы видите, это довольно своенравные кошки. Вот он сейчас сидит с нами, потому что я его глажу. Но в любую секунду он может сорваться, убежать. Они не любят такого вот, чтобы их сидели, гладили, тискали. Ну, сами вполне могут подойти, они очень привязываются к хозяину, встречают его с работы радостным мявом. Такие довольно контактные кошки, но, опять же, своенравные. И очень любят они покушать. Видите, вот этот вот тут жирочек. Но, опять же, перекармливать их не нужно. Страдают они немного ожирением все-таки. Сейчас они уже не такие суперохотники, какие были в древности. Больше домоседы. И поэтому обрастают таким вот жирком, что не очень хорошо сказывается на их организме. Вот, поэтому котиков, конечно, мы любим и кормим, но перекармливать не нужно. А в плане здоровья котики эти довольно здоровые. В принципе, болезней у них как таковых нету породных.
В отличие от тех же самых шотландцев, у которых очень частые проблемы с опорно-двигательной системой, британцы в этом плане абсолютно здоровы. И, ну вот, Соломон болел когда-нибудь? Да нет, я особо не слышал такого. Единственное, у него с носом какие-то проблемы он бывает. С носом могут быть проблемы, все это причина в его строении. У них довольно широкая голова, и нос из-за этого получается довольно узким, и слишком узкие ноздри бывают. У Соломона еще ничего, а бывают ужасно узкие ноздри, и дышать котикам просто тяжело из-за этого. Им делают пластику в некоторых случаях, немного расширяют ноздри и как-то облегчают им существование, но такая проблема на самом деле, да, действительно существует. Да, и самое главное, что они начинают отказываться от еды, потому что если они не чувствуют запах кошки, они не едят. Да. Также с него летит много шерсти. Видите, он там в углу, приходится за ним часто, конечно же, ее убирать. Но это, наверное, подшерсток, да, его? Да, это очень плотный подшерсток у них. Их нужно регулярно вычесывать. Купаться они не любят, вот он даже на руках не очень охотно сидит. Но если он загрязняется, в чем-то выпачкался или извалялся где-нибудь, то купать его нужно, несмотря на всю их вредность. А так они отлично за собой ухаживают, и из-за этого может посиди. Так, все, сейчас заканчиваем Соломоха. Так. Соломошка, ну ты чего, братушечка? Давай, все, вот тут посидишь. И он уже не хочется. Сейчас, давай, ладно. Ну, в общем, такие вот эти британские котики. Видите, насколько они своенравные. И сегодня из этого видео вы немножечко узнали об истории этих котиков, о породе и, возможно, подчеркнули для себя что-то новое. В принципе, вы можете завести себе такого котика. Они достаточно неприхотливы и в еде, и в уходе. И будет вам отличным другом. Обращаются часто к тебе? С какими проблемами приносят, в клинику? Именно чистокровных британцев нет. То есть это довольно здоровые животные, у них нету породных каких-то заболеваний. Единственная проблема у них вот с носом, именно с ноздрями. Они довольно узкие для такой большой мордочки. Так, из-за того, что скрещивают, конечно, с шотландцами, это дает какие-то свои минусы. Получается, да, более красивая кошка, возможно, но каких-то генетических мутаций и генетических болезней у них становится больше. Поэтому, если планируете покупать британского кота, покупайте их уже в проверенном питомнике. А так вы исключите ряд заболеваний, потому что проверены будут и родители котика, и их родители. У них довольно большая родословная, как правило. Что еще сказать? Я не знаю от себя. Насчет купания, хотел сказать, забыл, да. То, что кота, по-моему, даже мы ни разу не купали. Он очень, как уже Аня сказала, хорошо. Купается. Да, во-первых, они купаться не любят, но его и на самом деле купать не надо. Они очень хорошо за собой следят, вылизываются постоянно. То есть они достаточно, видели, в хорошей форме. Единственное, его нужно вычесывать, да. Это можно, конечно, даже нужно делать. Да, и сейчас небольшой бонус для вас. Нам очень долго шла посылочка с Алиэкспресс с очередным намордником. И сейчас мы его распакуем. Вот такой у нас пакетик. Шел он очень долго. 9 месяцев. Не представляете себе. Я уже с него вернул деньги давным-давно. И тут чудо такое. На почту, да, приходит извещение, то, что нужно забрать. И он, я посмотрел, очень долго находился в Грузии. Где-то застрял там на почте, не знаю, потерялся, не потерялся, и вот только сейчас пришел. Кстати, из Грузии очень долго идут посылки, если идут через эту страну, не знаю почему. Ну что, давай, наверное, открывай, посмотрим, что там пришло. Вообще всего мы заказывали 3 намордника. 2 вы видели, это были для крупных собак. Этот намордник для мелких собак. Что это за намордник? Покажи. Это силиконовый намордник в виде вот такой вот клюва утки. Упакован он, вот и вся упаковка, там даже нет пупырчатой пленочки. Но, в принципе, такая структура, она не может повредиться, сломаться. Вот, размер S. У нас мы его и заказывали. Вот такой вот намордничек. Вот сюда просовывается мордочка собаки. И из-за этих вот уточек они мешают укусу. Довольно хороший по качеству. Он не пахнет. Ничем не пахнет. Застежечка пластиковая. И регулируется ремешочек еще.
Сейчас мы его отрегулируем, примерим на собаку. Они у нас, в принципе, не кусучие. Достаточно. Ну, в качестве модели. Нам просто интересно, да. Кэрри у нас выступит в качестве модели. Кэррика. Ну, мне кажется, и даже велико будет. Да? Да. Ну-ка, утеночек, покажись. Так вот это выглядит. Ну, Она выглядит довольно смешная. смешно, да. Они никогда не носили, не надевали намордники. Ну, великоват, да, чуть-чуть? Да, кстати, нет, он Нормально? просто и свободно. Ну вот так вот. Кэррика, ты уточка. Да, только язычок видит. Ладно, Все, снимай. Вот такой вот намордничек по качеству, он хороший, мне понравился. Мягкий довольно-таки силикон, без запаха. Собаке он не будет натирать, не будет нигде мешаться. И отличная альтернатива обычному наморднику для маленькой такой собачки. Ну да, он такой веселенький. Да. И стоит он, по-моему, недорого. Да, стоит он недорого. И, кстати сказать, есть такие же варианты для более крупных собак. Потому что это вот самый маленький размер мы взяли. Есть еще и больше. Можно поэкспериментировать. Можете заказать своей собаке. Ссылку оставим в описании. Примеряйте, заказывайте и присылайте нам фотки. Ну что ж. На этом все. Видео наше подходит к концу. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, кому понравилось видео. Женя, себе лайк обязательно. Видео было не запланировано. Вот так. Напиши, какие у тебя котики есть. Да, интересно. Кстати, хочу, так сказать, что нам еще нравится очень ориентальная порода кошек. Тебе нравится? Да, они очень классные. Да, эти кошки очень умные, они чем-то похожи даже на собак. Если кто не знает, можете информацию найти в интернете. Очень интересная порода, почитайте. Ну, на самом деле, сфинксы тоже очень интересны. Также, да, сфинксы. Ну, может быть, расскажем как, да, про ориентальных, про сфинксов еще Да, видео. может быть, расскажем. На этом будем заканчивать, хватит болтать. Всем пока. Нажимайте на колокольчик, все как обычно, делитесь видео с друзьями. До новых встреч. Всем пока. 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 Скажешь пока. Пока.